Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Анна Сизова сегодня у нас в гостях на Радио ВОС. Анна, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. И хочу сказать, что это необыкновенная исполнительница и народных, и духовных, и авторских собственных песен. А, Самые главные идеалы в ее жизни это, конечно же, а, такой вот миссионерская деятельность, духовная, православная тематика, патриотическая тематика. И сегодня получилась программа такая философская. Я хочу спросить, вот, Анна, как, еще раз, чтобы ты сказала, да, как так получилось, что из глубинки, из Иркутской области, она родилась в такой, в лучшем смысле этого слова, заповедной такой глуши, заповедной глуши, где с детства было естественно и прикладно вот эти вот народные песни, да, весь этот быт, натуральные продукты, натуральные ягоды и прочее, прочее, прочее. Вот скажи, пожалуйста, об этом. Здесь словно свечи в родной глуши алеют зори, звеня в тиши. Ну что ж, девчата, не подведем мы наш десантный батальон. И если Родина зовет, наш, значит, наступил черед идти вперед. Идти вперед. Эту песню я посвятила своему дедушке, полному кавалеру Ордена Славы, Калушин Степан Семенович. Родился в Спас-Клепике, это рядом с Константиново, на родине Сергея Есенина, дедушка по маминой линии. Значит, так получилось, что да, я родилась в Сибири. И это действительно то, что питает, как говорят, Сибирью прорастать будет весь мир, потому что это действительно и источник байкальской воды неиссякаемо, богатой своими природными минералами и, значит, просто красотой своей, потому что это жемчужина всемирного масштаба. И честно скажу, что это вот просто действительно вот Богу так было угодно, чтобы маленькая песчинка родилась, Анна Сизова, там. Потому что папа мой москвич, и он родился в многодетной семье, их было 15 детей, здесь, в Капотне. Вот, да, поэтому только у него у одного нас так много детей, 10 детей, 5 мальчиков, 5 Вот девочек с мамой. задумайтесь, дорогие друзья, она пятая девочка в семье, значит, пятый ребенок, в смысле, Да. а так 10 детей, 10 детей, Ну, это мама, же, маме царство небесное, мама мать-героиня. Я да, помню, когда ей вручали золотую звезду матери-героини. И это, вы знаете, это такое счастье, потому что мама наискромнейший человек, несмотря на свою должность. Она больше 45 лет проработала директором ДК культуры сельского. И до конца своих дней она была верна профессии своей. Она, несмотря на то, что у нее, она самое главное звание в своей жизни она подтвердила, это мать героини, ее золотая звезда, но она просто по народной любви величайший заслуженный деятель искусств в России, заслуженный работник и самое святое, говорят, вот знаете как, э, англичанка модница, француженка кокетка, это такое в ну шуточной да, да, форме, да. а русская женщина мать, и выше этого звания просто нет и не видать. С поэзией уже говорю я для всех. И вот сегодня, ну, все уже об этом знают, кто Да, знает эту прекрасную семью. Вот у спасибо, тебя Господи. замечательный муж и продюсер Сергей Баранов, который сегодня тоже с тобой приехал. И Да. по промыслу Божьему вот у вас прекрасная семья, значит, сын Серафим, который вот, ну вот,
ты сказала, Тоже и поет, да, да, и тоже сопровождает маму везде, уже везде маму рекламирует. рекламирует, да. И я хочу сказать, дорогие мои зрители, дорогие наши братья и сестры, Ой. подписывайтесь на канал Анны Сизовой. Сизовой, Сизовой, Анны да, Сизовой, как Сизовой. говорит мой Да, маленький сын да, и с он да, куда детства. только, говорит, не приходит, сразу маму рекламирует. Да, он еще, вы знаете, я даже этой важности не понимала. А дети сейчас с техникой настолько они быстрее, чем мы взрослые соображаем. Видимо, насмотрелся и говорит, значит, моя мама Анна Сизова, подписывайтесь на канал в Ютубе Анна Сизова и знакомьтесь с ее И творчеством. на самом деле творчество, друзья мои, я сегодня Ой. проснулся утром пораньше, значит, жена моя тоже проснулась, Анечка, я говорю, послушай, как поет Как зовут вашу женщина. супругу? Аня зовут, Аня, Тоже? да. Ой, тезки. Вот, и, Привет, Анечка, да, вам. Спасибо и большое. она как раз вот тоже, она ж мама, у нее 4 детей, значит, старший у нас Ой, ребенок, мать тоже, старший ребенок мать-героиня. 10 Да. лет, сейчас они приболели, там старшие, да все приболели почти. Многодетная уже Да, семья. да, Мать да, героини это да. вот 10 и Ну, у выше нас детей, 4, да. мы тоже как бы, подвиг. у нас Марфуша, вот ей 2,5 годика было, Ой, 5, Тим. 5 октября было 2,5, но она такая сообразительная. Я всегда знал и знаю, что женщины это наше национальное достояние, всегда умнее и мудрее нас. Ну, Вот, потому что от настроения наших женщин, вот таких вот боевых, да, многое зависит. зависит это точно. настроение нашего общества. И я вам хочу сказать, вот Спаси мы много Господи. говорили в программе, но вот рука такая, воля Божья, да, ведет Анну сквозь те тернии к звездам, и она, спасаясь сама, спасает своим творчеством. И Переведем, звезды это люди. К звезды это людям. люди, да. Это души, это Да. сердца, потому что вот те песни, которые она сама пишет, авторские, они буквально вот еще Троица, прекрасная песня, да, которая сегодня не прозвучала, но я вообще так вот рекомендую. А И мне кажется, может казачья. быть, вторую часть сделать тоже Ну, какую-то потом посмотрим, да. рождественской, допустим, программы. И А, там вот у меня Рождеству Христову, первая моя такая песня, это была именно Рождеству Христову, а вторая уже Русь православная. Но именно Русь православная стала дорогой. Вот, мгм. дорогой и в храм, дорогой к признанию. Потому что для любого человека, любой профессии важно? Если он делает ее качественно и хорошо, это не останется без внимания общества, во благо которого мы все служим. Да, во благо Да, друг и вот меня друга. поразила судьба. Что такое судьба? Суд Божий, да? Судьба этой прекрасной, очаровательной девушки, женщины, Столько матери, комплиментов. певицы, которая на самом деле певица от Бога. Вот меня поразило, как Спасибо. тонко сделаны все аранжировки, как тонко это сегодня и в духе времени, и поэтому это массово можно слушать. Витя, И можно я поэтому, скажу тогда в этом смысле комплименты ваши передам и восхищение, потому что это заслуга действительно музыкантов, с которыми я работаю на протяжении очень-очень многих лет. Это, во-первых, значит, Виталий Кись. мгм, Прекрасный гитарист, которого знают и в нашем музыкантском мире, потому что он и с Демисом Русосом, и с Алсу, мгм, и с Александром Малининым работает. И сольный у него проект, у него прекрасно поет жена его, Груня, мгм, певица Лена Кись, которую я мгм. обожаю просто. Вот. У нас все зарождалось где-то вместе. Потом мы познакомились с замечательным музыкантом, талантливейшим пианистом Олегом Кочеряном, который настолько чувствует музыку. Он закончил консерваторию и был когда-то учеником Муслима Магомаева. То есть это люди, музыканты с большой буквы. Это аранжировщик Николай Акбулатов. Это еще очень многие люди. Ну, Александр потому что... Шантин, Мгм. студия Льва Лещенко. Это прекрасные, замечательные композиторы, потому что я пою в основном свои песни, но бывает так, что, допустим, я спела песню
Никольского актриса, вот Ирина Мгм. Мирошниченко, царство небесное, она эту первая исполнительница, она всегда эту песню пела, Андрея Никольского. Мгм. Вот, это тоже был эксперимент. И потом «Время ретро» альбом родился, в Тоже частности. потрясающий, да, альбом. Он Поэтому, нужен. да, обязательно, это настолько, это вот в нем отражена эпоха именно света советского периода, скажем так, потому что это и Лариса Мондрус, это и Аида Ведищева, это и многие замечательные композиторы, Михаил Плесковский. Я сейчас боюсь, чтобы никого Да, не да. обидеть, потому что каждая песня для меня, вот понимаете, Ну, ты ее пережила, ты ее я ее прочувствовала, да. прочувствовала однозначно. Когда я ее сейчас включаю, я часто плачу от радости, часто плачу Что это удалось, да, от того, сделать. что я просто через это я соединилась с этой эпохой именно в свете, понимаете? В том свете, как говорится, жизнь, она не только из пряников и розовых шишек состоит. Она состоит из испытаний, из падений, из исканий, постоянно исканий Бога, света, доброго, светлого. И вот эта эпоха, она в себе это тоже ярко и в большинстве имело доброго и светлого. Мы полетели в космос, мы стали первыми. Юрий Алексеевич Гагарин. Кстати, Сережина тетя Лидия Серафимовна Мгм. Смагина, она училась с Юрием Алексеевичем Гагариным в Саратовском индустриальном техникуме. И вот я хочу сказать, как все мир тесен, как А мы сегодня, когда ты связаны, заговорила про понимаете? Никола Угричский монастырь, Да. а я, дорогие друзья, с детства прям вот ходил возле этого монастыря и входил в монастырь еще, когда он не восстанавливался. Чудо какое. Вот. И потом уже, когда этот монастырь восстановился, это город Дзержинский, как место называют Дзержинка, вот, Да. Люберецкого района. И когда он восстановился, я тоже там был. И там такие Это потрясающие, уникальное да, это место. такое потрясающее место. Там Дмитрий Донской, и вот сегодня ты рассказывала, да, что Да, да, было ему история явление, да, этого, да, да. монастыря, она уникальна. Уникальна тем, что когда преподобный Сергий благословил Дмитрия Донского на то, чтобы он, Куликовскую да, на битву. Куликовскую битву, дал ему своих лучших схимников Андрея Осляби и Александра Пересвета, вот если я правильно, да, кажется, Да, 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 назвала все все. правильно. Вот. И когда они остановились на привал, именно на том месте, где сейчас монастырь, то князю явилась Во сне, икона. да, да. Она не во сне. Не во сне, да? Не во сне. Ага. Она именно на сосне явилась в лучах света. Николай чудотворец явился. Вот. И он сказал, и вся видение было, понимаете, что Мгм, такое да, да. видение? Ну, и в Люди реальности, православные да, да. знают чудо. Чудо, Вот, да. что свет от иконы пошел. И он сказал, и все сие угреши сердце мое. И дал обет Богу, вот, будучи под благодатью, что, значит, Если если победим, победим, да, то, значит, на сем месте воздвигну монастырь. и воздвиг, И слава вот, Богу. понимаете, какой государственный деятель, великий, благоверный князь Дмитрий Донской сдержал свое слово, и сквозь века мы видим о Господе славу, великую И мы славу. видим в Москве и в России вот таких прекрасных певиц, и таких Ой. прекрасных женщин, которые являются, еще раз говорю, нашим Спаси национальным Господи, достоянием. спаси Потому что Господи. куда бы она ни приехала, в какую страну мира она бы ни приехала, она несет нашу культуру, нашу традицию, нашу веру. И Да. ничто не сравнится даже близко с нашей духовностью, с нашей историей, с нашей историей нашей великой страны. Поэтому я хочу поблагодарить, Анна, тебя за то, что ты нашла время, приехала вот в виде такого акта добра, милосердия, приехала на радиостанцию «Общество слепых». Вот, мы провели такую хорошую, такую философскую передачу. Такие передачи нужны. Вот, и Спасибо. она буквально, вот ты буквально все это берешь из сердца. И я рад нашему знакомству. Вот, и я хочу пожелать твоей семье радости, мира, любви Спасибо, и Господи. спасения во Христе. Пусть Господь и дальше ведет тебя светлым путем миссионерской деятельности, творческого долголетия, новых творческих побед и успехов.
Спасибо Всего вам. доброго. Спасибо огромное. Спасибо, дорогие зрители. Будьте здоровы, Богом хранимы. Спасибо, Виктор. Всех благ. Всем, всем, всем. И берите пример с лучших.